Рада приветствовать своих подписчиков и новых зрителей. Я Светлана, и вы в моем саду и на моем канале. Сегодня расскажу про пикировку петуний. Все казалось бы просто, но есть небольшие нюансы, которые могут все испортить, и настроение, и наши петунии. Если вы только собираетесь сеять петунью, можете посмотреть предыдущее мое видео про посев, про первый полив, подсветку, как вести себя с первыми тоненькими росточками, чтобы они не попадали и выстояли свой первый месяц. Чем их брызгать? От черной ножки и от всяких гнили и плесени. Я договаривалась с ними 4 года. Теперь я все это делаю легко и просто. И у вас все получится. Надо сказать, что петуньи у меня по всему саду. Видео именно про петуньи я мало снимала. Да и про розы я мало снимала. Выращивала все только для себя. Казалось, мне никому ничего не надо показывать. А когда решила вести канал YouTube, обнаружила нехватку видео. Но мы все наверстаем в этом сезоне. Сейчас на видео, которое перед вами, клумбы у входа на участок. Гортензии, розы и петуньи в ногах. А дальше будет видео маленькая круглая клумба у входа в дом. С розами Жанна Моро и Wedding Bells. Красавицы такие под дождем. Когда уже весна? Уже хочется весны, да? Ну а я сегодня покажу и расскажу, что же мы делаем с нашими окрепшими уже кустиками петуний, про пикировку, первые подкормки и как они выглядят спустя месяц. Просьба поставить лайк и подписаться, чтобы нам не потеряться на просторах интернета. Вот так мы сеяли нашу петунью ровно месяц назад, даже на 3 дня меньше, чем месяц. А сейчас вы увидите, как она выглядит на 28 января. Повторяю, под лампами она стояла 12 на 12, не круглыми сутками. Я давала ей рассаде своей и всем растениям сейчас под лампами даю время покоя. Напомню, что грунт у меня с микроэлементами, поэтому питание даже в такой низкой емкости, высота его всего 2 сантиметра, это поддон от кашпо. Моим росточкам было достаточно на первый месяц жизни. Ничем я не удобряла и не подкармливала. Всем еще раз здравствуйте. Рада вас приветствовать. Сегодня решила пикировать свою петунью и расскажу вам. Хотела это сделать в первых числах февраля, но сейчас 28 января, и она у меня невероятно переросла, поэтому сделаю сейчас, а видео выложу вам немножко позже. Гиацинт наш для настроения, такой красавчик еще цветет. Как там ваши гортензии? Колосятся? Мои уже колосятся. Но про гортензии в другой раз. А сейчас, значит, для начала покажу, что нам надо. Что нам надо для начала? Вот такая земля. Я ее насыпала в миску. Покажу, насколько она рыхлая. Фотографии, название грунта и состав, он с микроэлементами. Вот такая она рыхлая. Так, подвинем ее пока. Сейчас показываю свои переросшие петуньки. Вот такие. Надо сделать видео. Сейчас, может, прикреплю, какая она была, когда мы ее сажали, и какая сейчас. Вот такая по высоте. Уже видите, явно переросла. Тут уже не то, что 2 ряда листиков. Тут уже 3, 4 ряд пошел. Взяла для этого кофейную ложечку. Надо маленькая ложечка кофейная или плоская палочка. Чайной ложкой. Ну, в принципе, можно и чайной, если у вас нету кофейной. Так, значит, что нам
дальше надо? Землю мы приготовили, петунии мы приготовили. Сейчас покажу, какие горшочки я буду брать. Вот такого плана и размера. Еще у меня есть с прошлого года горшочки, чуть поменьше. Подходят и те, потому что мы ее еще до того времени, как пересаживать в грунт, будем еще раз пикировать в большие. Я уже их купила, но правда мало, конечно, у меня, судя по рассаде, такое количество петуний, как и гортензий. Мама, не горюй, называется. Так, ну что, начинаем. Значит, что мы делаем? Помните, я вам за землю говорила, что мы ее совершенно не трамбуем. То есть вот так вот насыпали, это даже много, вот так, пальчиком. Я без перчаток, мне так нравится возиться в земле, что это даже отдельная история. Вот так делаем отверстие, видно, не видно, и совершенно не трамбуем. Вот так вот постучали, все. Дальше берем ложечкой. Сейчас сблизи покажу. Ну, начнем даже и с вот этой маленькой. Ее можно пока и оставить. И вот так вот ложечкой. Ну, видите, что у нас получилось. Сейчас сюда положу. Так вот, покажу вам. У нас получилось, что эти прицепились. Ну, пусть будет. Почему ложечкой? Вот. Потому что мы ее вот так вот с корешком берем. Не валяшка наша. Вот так вот с корешком берем и просто переставляем в наш горшочек. Вот сюда. Все. Все. Это вся пикировка. Ничего не надо эти корни дергать, двигать. Можно немножечко умять ложечкой эту крошечку нашу. Все, ну как бы направление ей более вертикальное создать. Все, дальше она знает сама, что ей надо делать. Вот такая красота. Теперь брызгаем. Поставлю сюда ее. Побрызгаем ее. Можно даже пока не поливать. В конце дня полить. И все. Вот такое нехитрое занятие. Эти сейчас тоже пересажу. Они хоть и поменьше, но пересаживать надо все. Сейчас покажу. Я неделю назад из такой коробочки пластиковой, помните, я вам показывала, там где-то 10 дней у них разница. Таким же самым образом пересадила. Сейчас покажу, какая она есть для сравнения. Вот наша петунька. Листик немножко сильно высоко под лампой был. Вот. Чуть надо лампы уже поднимать. Вот это и вот это. Для сравнения вам петуньки. Вот такой нехитрый способ. Быстро и четко. Чтобы не травмировать корни. Еще раз я вам повторяю. Потому что если начинать тянуть ее, дергать, переворачивать, то... Хотя петуния, она любит вот эту перевалку, пикирование. А вот тут вот видите, уже у нас такой ствол пошел большой.
его через, наверное, вот эти листики подымутся, вот эти следующие, а над вот этими, вот тут мы ствол просто прищипнем. И тогда у нас из пазух, сейчас поверну, вот из этих листовых пазух, вот тут пойдут новые веточки и уже пойдут цветочки. Если мы этого не сделаем, у нас цветочек будет, видели, продают, когда рассаду петуний, а один цветочек вот тут сверху, потому что на стебле он всегда один. А если из каждой пазухи пойдет по веточке, то получится кругленький красивый кустик. Вот такая красота. Сейчас еще вам покажу, где они у меня стоят. Ну, их еще там не очень много, но подозреваю, что места уже нет. Вот такая пикировка нехитрая. Сейчас эти маленькие еще. Так, ну, мы продолжаем. Как разделить вот эти, конечно. Тут нам придется их подергать. Вот такой корешок у нее. Не бойтесь, ничего с ним не будет. Петунька вот такой. Отлично, все переживет. Главное, надо к растениям, к цветам с любовью. Я их люблю, у меня и комнатные растут, как ненормальные. И на улице все. Меня вот часто спрашивают, а вот какие корни? Ого, а мы ее так, оп, и все. Можно ложечкой, ну, ложечкой, более так оно. Все, мы ее направили, и она уже растет. Это я вам точно говорю. Я уже с этими петуньками на «ты», надо сказать. Но это не говорит о том, что так было всегда. У меня такое было, что... Ой, такую дыромаху сделала, что... А корешок там один маленький. Что вам стыдно и рассказывать, что у меня с ними было. Но всему можно научиться. Так само и с гортензиями, так же само. С теми гортензиями в первый год, как сюда переехали, я те гортензии, думаю, все, начеренкую. Нарезала этих веточек, засунула в землю в начале марта, в теплицу, жду-пожду, брызгаю, поливаю их каждый день, чтобы не засохли. И половину благополучно отдала концы. Едва появились листики, первые почечки, раскрылись листики от моего чрезмерного ухаживания. Они все завяли, вот как у меня спрашивают, вы корни покажите. Я их сейчас трогать не хочу. Они укореняются, я вижу, что с ними все нормально, прекрасно. Сейчас, может быть, вам покажу один горшочек, чтобы самые скептики не переживали. Все там нормально. Я умею договариваться с растениями, знаю волшебное слово. Ну вот, допустим, это. Вы видите, что тут уже ветка пошла, как бы, вот она в горшочке. Я не планировала ее такую длинную, тоненькую, как мне говорят, надо было ее так чикнуть, все. Они у меня в воде с ивой стояли. Черенков миллион. Ну, ладно, про гортензии в следующий раз. А сейчас про петуньки. Так, ну еще я парочку штучек посажу, покажу вам, как это я делаю. И будем закругляться. Длинное видео никому не интересно смотреть. Одно и то же. Я сама не люблю, когда начинает там 1,5 часа показывать, как она сажает одну луковицу лилий.
Мне кажется, это неправильно. Но это мое сугубо личное мнение. Я, кстати, еще лилии заказала. Очень люблю, наверное, после роз лилии, а потом гортензии. Ой, как налюбуемся красотой. Весны хочу, так пытаюсь поближе вам показать, как я их из земли достаю. Но тут видите, из-за того, что низкая у нас емкость, все, они заняли все возможное пространство до дна. Вот эти петуньки. Не бойтесь, они ничего им не будет. Вот, поэтому я их и начала пикировать. А вот она. Оп. Все. Ой, у нас там стройки начались. Это радует. Стройки. Эта жизнь продолжается. Хорошо все будет. Все будет хорошо. Весна наступит. Так. Вот это. И вот это. Все. Сейчас показываю, где они у меня стоят. И закругляюсь. Долго мы не будем разговаривать. У всех куча своих уже дел есть. Немножко эхо на видео, потому что я в комнате, где мы еще не закончили ремонт. Тут пустовато, скажем так. Ну все. Смотрели там видео про новые хвойные? Про минжулеп. Ой, такой классный можжевельник, что я вам все подряд уже рассказываю. Все. До встречи в нашем саду. Не забудьте поставить лайк моим петунькам. Сейчас камеру со штатива сниму, покажу вам, где они у меня стоят. Как там с ними что. Побрызгаю вот эти. Ой, хочется уже так по саду погулять. По цветущему. Все, всего хорошего. Ну вот. Мое место. Там, конечно, сколько? 4 этажа, и мне уже мало. Вот эта полочка, это будет чисто под петунии. Вот так они себя чувствуют, выглядят. На заднем плане лампу я отключила, чтобы нам не отсвечивала. Но это только, кстати, на одной полочке. У меня не хватило больше этой фольгированной. Ставим наши петуньки. Высоту немножко подняла, потому что пока они маленькие росточки, не надо высоко делать. Высоко. Так, вот это большие, вот это маленькие. Сейчас еще покажу вам. Вот что на подходе. Еще белые. Белые. Но надо сказать, что вот этот цвет бургунди, они вроде покрепче. А белые в этот раз, в этом году, я взяла другой сорт. Что-то за них переживаю даже. Как они пойдут. Ну вот они, первые белые. Вот у них листик. Вот это. Во-первых, чуть-чуть свернулся листик, но я их вчера помучила. А вот это бургунди, видите? Разные, листва разные. Ну, думаю, отойдут. Это уже хорошо. Это бургунди. По листикам можно отличать, где какой. После пикировки мы примерно через 3-5 дней, пусть они немного придут в себя, можем первый раз подкормить своих маленьких красоток. Я использую плантафол, но концентрацию делаю в половину меньше, чем по инструкции. Нам еще не надо ее стимулировать к быстрому росту. Пусть наращивает корни, а не листовую массу. Я взяла из линейки плантафолов вариант с меньшим количеством азота 10-54-10. Буду опрыскивать свою молодую рассаду по листу раз в 3 недели. Где-то через месяц можно ее будет уже прищипнуть или пикировать, смотря насколько она у вас вытянется. Я буду пикировать, наверное,
А еще через месяц перенесу в теплицу. Поэтому я немножко раньше посеяла все свои семена. И вот так сейчас это все выглядит. Ну вот, я хочу вас поздравить. Мы справились. Наши петунии подрастают. Теперь главное их поливать, не пересушить и не залить. Вообще торф, он быстро пересыхает, поэтому будьте внимательны. До встречи на нашем канале. Скоро будем смотреть, что там с гортензиями.